Глава 1. Похищение доктора Дитера Кромбаха произошло в деревне Шайдек на юге Германии. Трое злоумышленников ударили его по лицу, связали, вставили кляп в рот и затолкали в автомобиль. Они проехали 150 миль и пересекли границу с Францией через Эльзас. Кромбах лежал всю дорогу на полу автомобиля между задним и передним сиденьями. Машина остановилась в Мюлузе. Один из похитителей позвонил в местное отделение полиции и оставался на линии ровно столько времени, чтобы успеть озвучить необычную инструкцию. Приезжайте на улицу Тьёль, что через дорогу от таможни. Там вы найдете связанного мужчину. Через пару минут две полицейские машины прибыли в указанное место. Их патрульные мигалки освещали улицу красно-синим светом. За железными воротами в грязном дворе между двумя четырехэтажными зданиями на земле лежал Кромбах. Его руки и ноги были связаны, а во рту был кляп. Похитители неплохо его потрепали, но в целом его жизни ничего не угрожало. Когда полиция вытащила кляп, первое, что он сказал, было: «За этим стоит Бамберский». 70-летний француз Андре Бамберский, о котором говорил Кромбах, на первый взгляд не был похож на похитителя. До 1982 года он был тихим бухгалтером и любящим отцом своей юной дочери Калинки. В том же году Калинка перевелась во франкоязычную среднюю школу-интернат в небольшом немецком городе Фрайбурге. Но большинство выходных и каникулы она проводила в Линдау вместе с бывшей женой Бамберски и ее новым мужем Дитером Кромбахом. Калинке было почти 15 лет. Она была общительной, симпатичной девочкой с пухлыми губами и светлыми волосами, которые челкой свисали над ее голубыми глазами. Девочка очень скучала по дому. Она почти не говорила по-немецки, хотя жила в Баварии. Она не могла дождаться наступления августа, чтобы уехать обратно к отцу в Пишбюск, пригород Тулузы. В пятницу 9 июля Калинка Бамберски занималась виндсерфингом на Баденском озере, чью прозрачную гладь обрамляли Альпы. Около 5 часов вечера она вернулась домой уставшей, по словам отчима и матери. Она жаловалась на недомогание. Семья села ужинать в 7:30. Калинка легла спать рано, но в 10 вечера поднялась, чтобы выпить стакан воды, и, по словам отчима, до полуночи читала книгу в своей спальне, пока ее не попросили затушить свет. На следующее утро, ближе к 10 часам, 47-летний Кромбах собрался на утреннюю прогулку на лошадях через близлежащие горы. Он спустился вниз и попытался разбудить свою падчерицу. Он обнаружил в постели мертвое тело девочки, которая к тому моменту уже успела окоченеть. Позже он сказал судебно-медицинским экспертам, что попытался вернуть ее к жизни, сделав инъекцию стимулятора центральной нервной системы, никотамида, прямо в сердце. А также он ввел ей в ноги 2 дозы других стимуляторов – навадигала и изоптина. Но было уже слишком поздно. Вскрытие установит, что смерть предположительно наступила между 3 и 4 утра. В субботу утром, где-то в половину 11-го, в 3 милях к югу от Тулузы, в доме Андре Бамберски зазвонил телефон. Его бывшая жена сообщила о смерти их дочери. Потрясенный известием, Бамберски свалился в кресло. Калинка была здоровым спортивным подростком и не страдала никакими заболеваниями. Как такое могло произойти? Бамберски были нужны ответы. Бывшая жена сказала полным скорби голосом, что у Кромбаха есть 2 версии. Калинка могла перенести тепловой удар от того, что весь день провела на солнце. Либо это был эффект замедленного действия, вызванный сотрясением мозга, которое она получила в результате аварии в Марокко в 1974 году. Бамберский пребывал в недоумении и был подавлен горем. Прилетев в Цюрих, он взял автомобиль на прокат и проехал 50 миль в сторону Баденского озера. По сторонам, в свете неполной луны, виднелись Альпы. Всю дорогу его не покидали мысли о смерти дочери. «Я был опустошен», — вспоминает он. «Калинка была радостью моей жизни». Бамберский провел ту ночь в отеле, а на следующее утро отправился в больничный морг, чтобы увидеть тело дочери. Будучи набожным католиком, Бамберский прочел молитву над ее телом, на котором все еще были белые носки и красная ночнушка, которые она надела перед тем, как лечь спать 2 ночами ранее. Позже тем же утром он вместе со своим 11-летним сыном Николасом, который также жил вместе с матерью и отчимом,
полетел домой в Тулузу дожидаться тела Калинки для захоронения. Для Бомберски потрясение от случившегося усугублялось таинственными обстоятельствами вокруг смерти. Мысль о том, что его здоровая жизнелюбивая дочь была найдена мертвой после обычного дня, была необъяснимой. Хотя Бомберски и был глубоко религиозным человеком и мог найти некоторое утешение в своей вере, он считал, что один Господь ему не поможет справиться с утратой. Вскоре его подозрения пали на человека, который последним видел Калинку живой. Дитера Кромбаха. Бомберски тогда и представить себе не мог, к чему приведут эти его подозрения. На протяжении следующих 30 лет он будет преследовать Кромбаха по всей Европе, в неустанной попытке доказать его виновность в смерти дочери. Эта борьба приведет Бомберски к изоляции и риску понести уголовную ответственность, поставив его рассудительность и здравомыслие под вопрос. Он потеряет контакт со своими близкими, друзьями и коллегами. Его будут обвинять в нарушении правовых и моральных границ в составлении безосновательных теорий заговора. Единственный его ребенок будет разрываться между родителями. Под конец даже адвокат Бомберски, один из лучших юристов Франции, объявит о невозможности оказания дальнейшей поддержки своему клиенту. Бомберски уволится с работы, потратит большую часть своих сбережений и тысячи часов, преследуя свою цель. «Это не одержимость», – позже будет настаивать он. «Речь идет о клятве, которую я дал Калинке, о том, что правосудие свершится». Глава 2. В течение нескольких недель после смерти Калинки у Бомберски не было никаких подозрений. Семья Кромбахов присутствовала на похоронах Калинки, проходивших на церковном кладбище в Пешбюске. Супруги казались подавленными и шокированными случившимся не меньше, чем Бомберски. По прошествии времени, тем не менее, Бомберски начал ставить под сомнение факты, окружавшие смерть его дочери. В начале октября 1982 года он наконец получил приведенную копию отчета о вскрытии, из которого он узнал, что процедуру провел доктор Хоман, судмедэксперт из соседнего города, в присутствии полицейского инспектора города Линдау. Но вместе с ними был и Кромбах, что являлось нарушением протокола. Бомберски, озадаченный присутствием врача на вскрытии тела его собственной падчерицы, был ошеломлен другими подробностями отчета, указывавшими на упущение в процедуре. На влагалище Калинки Хоман обнаружил кровь и вязкое беловато-зеленоватое вещество внутри. Хоман также описал свежий след от укола на правом плече. Это была внутривенная инъекция комплекса глюконата натрия, неоднозначной биоактивной добавки, содержащей железо. В отчете Кромбах подтвердил, что ввел в вещество девочки перед ужином в пятницу вечером, якобы для того, чтобы усилить ее загар. Позже Кромбах изменит показания, сказав, что сделал это для лечения анемии. Хоман не проводил токсикологических анализов крови и тканей. Также он не установил, была ли девочка девственницей. Вместо этого в докладе было написано, что причина смерти не выяснена. Хоман послал образцы тканей и крови в лабораторию судебно-медицинской экспертизы. Окончательный вердикт причины смерти станет известен, как только ученые исследуют образцы, написал Хоман. После прочтения отчета трехмесячной давности Бомберски мучили вопросы. Почему на вскрытии присутствовал Кромбах? Почему он не упоминал инъекцию до этого? И что установил отчет о токсикологии? Как и любой родитель, чей ребенок умер вдали от дома, Бомберски, казалось, не давало покоя чувство того, что он подвел свою дочь и не смог ее защитить. И, возможно, это осознание толкало его все дальше в поисках ответов на вопросы, окутавшие обстоятельства смерти его дочери. Подозрения лишь укрепились, когда Бомберски позвонил своей бывшей жене, чтобы узнать о результатах анализов. Она пообещала ему, что поговорит об этом с Кромбахом и сообщит ему, но не сделала этого. Когда Бомберски снова позвонил ей через 2 дня, она ответила ему, что никакие анализы не проводились. Бомберски отнесся к этому с недоверием. «Калинка умерла, когда ты была рядом. Твой муж – врач. И вот сейчас, через 3 месяца после ее смерти, никому из вас не интересна причина, по которой она умерла?»
Все, что, по словам Бомберски, ответила ему бывшая супруга: «Калинка умерла, потому что пришло ее время». Бомберски был не согласен. Другое, гораздо более зловещее объяснение причин смерти дочери завладело его разумом. Кромбах изнасиловал Калинку, после чего убил девочку с помощью инъекции. Возможно, для того, чтобы она никому об этом не рассказала. Два судмедэксперта в Тулузе, с которыми проконсультировался Бомберски, согласились, что его подозрения оправданы. Они указали на травмы половых органов и присутствие жидкости, напоминавшей сперму. «Они ни разу не проверяли, были ли у 15-летней девочки половые связи?» – спросили у Бомберски врачи. «Похоже, что они пытаются что-то скрыть». Друзья поддержали его убежденность в том, что что-то в этой ситуации не так. «Он хотел, чтобы кто-нибудь сказал ему: „Тебе это не снится“», — говорит его соседка Элиса Арагон, которая тоже тогда прочитала отчет о вскрытии. «Мы разделяли его подозрения». Подчиняясь давлению со стороны адвокатов Бомберски, местный немецкий прокурор запросил провести дополнительные анализы, и в марте 1983 года судмедэксперт из медико-юридического института Мюнхена Вольфганг Спан изучил образцы тканей. Полученные им результаты посеяли первые сомнения в правдивости истории Кромбаха, рисуя более темную картину произошедшего. Спан осудил Кромбаха за использование опасного вещества, которое никак не влияло на усиление загара и использовалось для лечения анемии в крайне редких случаях. Он сообщил, что без пристального врачебного наблюдения введение комплекса кобальта-железа могло вызвать лихорадку, рвоту, а в крайних случаях легочную недостаточность и даже остановку сердца. Присутствие частиц пищи в легких и пищеводе, написал врач, указывает на то, что именно это и произошло. После инъекции у девочки случился анафилактический шок. Она потеряла сознание и захлебнулась рвотными массами. Спан установил, что Кромбах ввел власти в заблуждение, предоставив неверную информацию о времени, которое прошло между уколом и смертью девочки. Отсутствие каких-либо признаков иммунной реакции в окружающих тканях указывало на то, что кончина была мгновенной. Спан не вынес окончательного решения об изнасиловании. На допросе Хомана, который провел первое вскрытие трупа, Спан поддержал версию, что рана на половых губах Калинки была получена посмертно, и что ее плева не была разорвана, что, по словам Хомана, указывало на то, что девочка все еще была девственницей. Тем не менее, Хоман признал, что плева была достаточно широка, и проникновение могло произойти. Как бы там ни было, в окончательном решении французского суда приводилось заключение другого эксперта, профессора фармакологии Питера Шанхофера. Внутривенная инъекция, вероятно, привела к смерти Калинки Бомберски. Но для местного прокурора этих доказательств было недостаточно. Из-за отсутствия улик, основанных на научных данных, он закрыл уголовное дело по факту смерти Калинки. Днями позже генпрокурор Мюнхена, главный высокопоставленный поверенный Баварии, поддержал решение своего подчиненного. Чиновники не объяснили свой отказ проводить дальнейшее расследование, несмотря на то, что были приведены доказательства противоправных действий и причинения смерти по неосторожности. На самом деле это был не первый раз, когда они позволили врачу избежать экспертизы. Позже станет известно, что врач скорой помощи, который констатировал смерть Калинки, не вызвал полицию на место происшествия, подчинившись настойчивому требованию Кромбаха, чтобы тело было доставлено непосредственно в морг. Почтительное отношение к профессиональному положению Кромбаха в Линдау, большему объему работы, неоднозначным результатам химического анализа – все это могло объяснить немыслимое упущение. Какой бы ни была причина, Кромбах больше никогда не попадет под следствие по делу смерти Калинки Бомберски на территории Германии. Судебный процесс по этому делу был остановлен в 1983 году. Глава 3. Кромбах и Бомберски во многих отношениях имели схожие жизни. Оба они выросли в разоренной Второй мировой войной Европе. Оба они были свидетелями ужасов войны. Кромбах, родившийся в 1935 году в Дрездене, был сыном офицера вермахта. Когда ему было почти 9 лет, он пережил бомбардировку, которая унесла жизни 30 тысяч гражданского населения. Это событие легло в основу романа Курта Воннегута
бойня номер 5 или крестовый поход детей. Бомберский родился в 1937 году в семье польских католиков, эмигрировавших во Францию в начале 30-х годов. В сентябре 1939 года, когда нацисты вторглись в Польшу, он жил у дедушки с бабушкой в Галиции. Там он стал свидетелем голода, уличных боев и казней, проводимых солдатами СС. В 1945 году в Лилле он воссоединился со своими родителями благодаря Международному комитету Красного Креста. Нет сомнений, что ужасы немецкой оккупации отложили отпечаток в сознании Бомберски. Преследуя Кромбаха, он иногда озвучивал свою убежденность в том, что некоторые следы нацизма – развращенность, жестокость и высокомерная враждебность по отношению к окружающему миру – до сих пор отравляют политическую и судебную систему Германии. Бомберский стал профессиональным аудитором, Кромбах – доктором-терапевтом. Жизненный уклад обоих строился на буржуазной пристойности, достатке и видимом семейном благополучии. В 1960-х они оба поженились, и у обоих родились дети. А в 1974 году они жили на одной и той же улице в Касабланке. Кромбах работал врачом при консульстве Германии, а Бомберский работал там бухгалтером. Их дети учились в одной международной школе. И именно там, в этом знойном североафриканском городе, Дитер Кромбах завел роман с женой Бомберски, привлекательной 30-летней дочерью французских эмигрантов, поселившихся в Марокко в 50-х годах. По словам Бомберски, ему ничего не было известно об изменах супруги, даже когда в 1974 году они переехали из Марокко в Пешбюск, город, недалеко от которого росла Даниэль. Кромбах также покинул Марокко и поселился в Баварии. После этого, в 1975 году, Даниэль внезапно объявила мужу о том, что она нашла работу в агентстве недвижимости в Ницце, в 350 милях на восток. Она сообщила, что собирается снимать там квартиру и приезжать домой на выходные, но отказалась говорить ему название агентства и давать номер телефона. Заподозрив неладное, Бомберский одним воскресным вечером проследил за женой и увидел, что вместо того, чтобы направиться в Ниццу, она припарковала свой автомобиль в гараже квартирного дома в Тулузе. Там она оставалась всю неделю. Когда он расспросил консьержа о ней, мужчина ему ответил: «Ах да, это же госпожа Кромбах». Бомберски быстро развелись. Даниэль переехала к Кромбаху в Баварию в 1975-м, и спустя 2 года они поженились. Первоначально она уступила права опеки своему бывшему мужу, и дети остались с Бомберски во Франции. В июле 1980 года отец-одиночка затасковал по легкости жизни за рубежом и решил вернуться с детьми в Марокко. Бомберский по-прежнему настаивает, что переезд в Африку был в рамках его законных прав. Но в итоге это решение обернулось для него роковыми последствиями. Спустя несколько дней после того, как он покинул Францию, Даниэль подала жалобу в Тулузский суд, требуя передать ей право опеки. Адвокат Бомберски посоветовал не оспаривать ходатайство, так как бывшая жена обвиняла его в сокрытии детей. Смирившись с передачей опеки, он снова поселился в Пешбюске. В июле 1980 года, за 2 года до смерти Калинки, оба ребенка переехали к своей матери и Кромбаху в Линдау. Бомберский согласился, что будет видеться со своими детьми только во время каникул. Возможно, Бомберский был бы исполнен большей решимости обжаловать решение суда, если бы ему было известно о темной стороне Дитера Кромбаха, которая, судя по всему, проявилась еще в 1960-х годах, во время его брака с первой женой, Моникой Хенце. Она умерла внезапно в возрасте 24 лет. В заявлении, которое позже подала мать Моники в немецкую полицию, утверждалось, что Кромбах, тогда молодой перспективный врач, с отличием окончивший Франкфуртский университет, избивал свою жену и угрожал ей смертью. В 1969 году Монику поразило таинственное заболевание, которое привело ее к немоте и слепоте, а впоследствии к параличу. Согласно заявлению ее матери, Кромбах буквально оттолкнул ухаживающего за ней врача во франкфуртском госпитале и ввел инъекцию, по его словам, змеиного яда. Хенце скончалась спустя несколько часов от кровоизлияния в мозг.
Связь между инъекцией и смертью жены Кромбаха не была установлена. И причиной смерти официально был назван тромбоз базилярной артерии, через которую кровь поступает в мозг. Кромбах, несомненно, еще воспользуется знанием фармакологии в зловещих целях. В 1980-х, как он позже сознается, он неоднократно подмешивал Даниэль успокоительные, чтобы беспрепятственно встречаться со своими любовницами на первом этаже их дома, пока она крепко спит наверху. Более 10 лет в кабинете медицинского осмотра Кромбах вводил наркоз своим пациенткам и насиловал их, пока те были без сознания. Злоупотребление профессиональным положением, причинившее смерть, вдохновит юристов на сравнение дела Кромбаха с делом леонского мясника, нациста Клауса Барбье. Сходство, пускай и утрированное, только лишь подкреплялось безнаказанностью, которой Кромбах будет пользоваться у себя на родине в течение десятилетий. Глава 4. Прошло чуть больше года после смерти Калинки, когда Бомберский решил нанести ответный удар. Он поехал в Линдау во время Октоберфеста, где стал раздавать жителям листовки, на которых была фотография Калинки и подпись с предупреждением. «Жители Линдау, вы должны знать, что в вашем городе живет убийца Дитер Кромбах. Он изнасиловал и убил мою дочь 10 июля 1984 года. Его преступление было скрыто врачами, полицейским комиссаром и прокурором. Пожалуйста, помогите мне добиться правосудия». Он прошел по набережной озера к средневековому историческому центру города и разнес 2000 копий по домам, кафе и пивным садам, где люди распевали песни и пили пиво, празднуя фестиваль. Вечером в сопровождении 2 полицейских к Бомберски подошли дети Кромбаха, 17-летний сын Борис и 19-летняя дочь Диана. Бомберски арестовали и допросили, после чего предъявили ему обвинение в клевете, нарушении общественного порядка и нанесении вреда репутации прокурора. После суток, проведенных в полицейском участке, ему приказали отдать в качестве залога все имевшиеся при нем наличные деньги – около 2000 немецких марок, эквивалентно $1000 США. Спустя 3 месяца Бомберски заочно приговорили к 6 месяцам заключения или выплате штрафа в размере 400 000 немецких марок. На 5 лет до истечения срока исковой давности территория Германии станет для Бомберски закрытой. После того, как немецкие власти возбудили уголовное дело против него, а не человека, которого он считал убийцей своей дочери, Бомберски стал искать другие способы добиться правосудия. Так как Калинка была гражданкой Франции, французские власти могли начать собственное расследование убийства на территории Германии. В случае, если бы доказательства сочли достаточными, на арест Кромбаха был бы выдан международный ордер. В 1985 году, после 2 лет понуканий от Бомберски, французские власти эксгумировали останки Калинки из ее могилы в Пешбюске. Эксгумация не предоставила новых версий причины смерти, но был обнаружен один шокирующий факт, бросивший тень сомнений на немецкое расследование. Интимные части тела девочки были полностью удалены во время вскрытия, и их не было ни в одной из немецких лабораторий судмедэкспертизы, где исследовались останки. Таким образом, было невозможно установить точно, когда было совершено изнасилование – до или после смерти. Это только укрепило подозрение Бомберски о заговоре с целью прикрыть Кромбаха. Казалось странным и непонятным, с чего бы правительство так заботится о терапевте из баварского города. Может быть, подумал Бомберски, Кромбах приобрел нужные связи за те 2 года, что работал при консульстве Германии в Касабланке. Возможно, он сотрудничал с немецкой разведкой. Немецкие власти всегда отрицали, что защищали Кромбаха, и не было никаких доказательств, свидетельствовавших об обратном. Вероятнее всего, дело было в недобросовестно выполненной работе судмедэксперта, бюрократической волоките и на определенном уровне нежелании, чтобы постороннее государство вмешивалось в дело, относящееся к внутренней юрисдикции, что и заставило немцев препятствовать дальнейшему рассмотрению случая. В 1988 году немецкие власти выполнили просьбу французских прокуроров и предоставили образцы тканей, взятые из легких, сердца и кожи Калинки для анализа в Институте судебной медицины в Париже. Изучение всего материала, нарезанного тонкими слоями и хранившегося в парафине и хлороформе,
кроме пробирок с образцами крови, которые по каким-то причинам Спан не стал рассматривать, привело 3 французских патологоанатомов к почти определенному выводу. Хотя имеющиеся данные не позволяли установить точную причину смерти Калинки, как написали они, ее смерть носит особо жестокий характер. Регургитация частиц пищи в дыхательные пути свидетельствует о глубокой коме, которая привела к состоянию дыхательной недостаточности со смертельным исходом. Удушье и смерть произошли бы практически мгновенно, после того, как в правую руку ей была введена инъекция. Из-за отсутствия образцов крови было невозможно найти однозначную связь между внутривенным веществом и смертью. Тем не менее, этих результатов было достаточно, чтобы убедить французский суд в виновности Кромбаха. 8 апреля 1993 года генпрокурор обвинил Кромбаха в умышленном убийстве, которое наказывается лишением свободы сроком до 30 лет. В обвинительном заключении говорилось, что Дитер Кромбах ввел смертельную инъекцию Калинке Бомберски не в лечебных целях, а с намерением убить ее. Прокурор попросил немецкие власти арестовать Кромбаха, но те отказались. Так, 9 марта 1995 года стала датой символической победы Бомберски. Парижский суд заочно признал Кромбаха виновным в убийстве и приговорил его к 15 годам лишения свободы. Если Кромбаха и огорчил приговор французского суда, то он явно не подавал виду. На самом деле у него и не было причин для расстройства. Судебные власти Баварии и Берлина дали понять, что считают дело против Кромбаха давно закрытым, а французский суд неправомерным. Кромбах все так же жил на Баденском озере, где продолжал работать врачом и вел социальный и физически активный образ жизни. Он был членом конно-спортивного клуба, а также держал парусник в яхт-клубе Линдау. Как он позже признался, у него было много любовниц, с которыми он виделся прямо у себя дома. В 1989 году он развелся с Даниэль, и она вернулась жить в Тулуз, по-прежнему настаивая на невиновности Кромбаха. Чуть больше, чем через 2 года Кромбах женился на своей 4-й жене, Эльке Фройнлих, которая, как и 3 предыдущие его жены, была на 10 лет его моложе. Но вскоре они развелись из-за измен Кромбаха. Отказ немецкого правительства экстрадировать Кромбаха в то время, казалось, имел под собой немало оснований. Отказ в экстрадиции гражданина Германии перед иностранным судом был закреплен в послевоенной немецкой конституции. Хотя законом допускались случаи экстрадиции в государство-член ЕС или в международный суд, если при этом гарантируются правовые принципы немецкого государства. Однако прокуроры, судьи, а в конечном итоге и министр юстиции в Берлине неоднократно пытались оправдаться, почему же передача Кромбаха для судебного разбирательства во Франции нарушит эти принципы. Заключения судмедэкспертов были неокончательными, показания Кромбаха о смерти Калинки казались правдоподобными, и мать девочки упорно настаивала на невиновности мужа. Немецкие власти продолжали выражать большую уверенность в профессионализме местного прокурора, который закрыл это дело еще в 1983 году. Фанатизм Бомберски и все его публичные обвинения в должностных преступлениях и сговоре, возможно, тоже сыграли не последнюю роль в столь сильном нежелании немецких властей возобновлять расследование. Возможно, эта непримиримость отражала злобу, накопившуюся за долгие годы соперничества между Францией и Германией. Несмотря на то, что в то время шел стремительный процесс европейской интеграции, стирание физических границ и унификации валюты, дело Бомберски против Кромбаха наглядно демонстрировало, что судебные системы государств оставались независимыми и даже противоборствующими. В апреле 1990 года генпрокурор Мюнхена вновь не нашел никаких оснований для возобновления расследования. Немецкое правительство в течение многих лет после заочно вынесенного приговора Кромбаху будет настаивать на том, что их прокурор закрыл это дело, и поэтому врач не может быть выдан Франции. Но Кромбаху лишь придавало храбрости осознание того, что на территории Германии он находится в абсолютной безопасности. Возможно, все было еще проще. Он больше не мог сдерживать скрывавшиеся внутри него темные влечения. Глава 5. Во второй половине дня 11 февраля 1997 года 16-летняя девочка по имени Лаура Стехл посетила клинику Кромбаха в Линдау для эндоскопического обследования.
Ассистент врача ушел на обеденный перерыв, и Кромбах, как позже вспоминала пациентка, провел девушку в кабинет для осмотра. Прежде чем вводить зонд, он сказал ей, что процедура будет болезненной. С ее согласия сделал ей внутривенную инъекцию анестетика, от которого она отключилась. «Когда я очнулась, он был надо мной сверху полностью голый», рассказала девушка в интервью для французского телевидения. «Я была в шоке, я пыталась двигаться, но была полностью парализована». Кромбах, очевидно убежденный, что девушка никому об этом не расскажет, высадил ее перед ее домом. Но Стехел рассказала о случившемся родителям, и они сообщили о нападении в полицию. В тот же вечер репортер из Линдау позвонил Бомберски и сообщил ему о том, что Кромбаха задержали. «Наконец-то, подумал я, его задержали по делу Калинки», — сказал он. Но репортер ответил: «Нет-нет, он изнасиловал девушку у себя в клинике». Спустя 6 месяцев, выслушав подробные показания жертвы и отчет о лабораторном анализе спермы, взятой из тела девушки сразу после нападения, немецкий судья признал Кромбаха виновным в изнасиловании несовершеннолетней, приказал отобрать у врача медицинскую лицензию и приговорил его к 2 годам лишения свободы. Затем, ссылаясь на отсутствие прежних судимостей в Германии и общественную репутацию, судья отложил исполнение приговора и освободил Кромбаха. После приговора возмущенные протестующие собрались напротив здания суда. Среди них были 6 женщин, которые утверждали, что Кромбах изнасиловал и их. Все они не стали заявлять в полицию из-за высокого положения Кромбаха в Линдау, и потому что их воспоминания о случившемся были затуманены анестетиком. Кромбах отрицал обвинения. В интервью с французским корреспондентом он винил жертву. «Девушка хотела со мной переспать. Она начала снимать с себя одежду. Все произошло за 5 минут». Он высмеивал Бомберски, который присутствовал на судебном заседании. Срок исковой давности по его делу на территории Германии истек, где устроил скандал. «Этот человек сумасшедший», — заявил Кромбах. «Нелепо с его стороны считать, что я занимался любовью с его дочерью. Мне это было не нужно. Я был женат. Я был счастлив с матерью Калинки». Глава 6. 2 года спустя Кромбах был на свободе, а судебные дела против него находились в очевидном тупике как в Германии, так и во Франции. Андре Бомберски вернулся в Германию. Он неспешно проехал по улицам небольшой немецкой деревушки недалеко от Баденского озера, в нескольких километрах от австрийской границы, к дому, где теперь жил Кромбах. Затем, сделав глубокий вдох, он постучал в дверь и столкнулся лицом к лицу с Кромбахом. Кромбах открыл дверь и уставился на него. «Кромбах, я приложу все усилия, чтобы представить тебя перед судом во Франции. Я не остановлюсь». «Ты псих! Ты просто жаждешь мести!» «Нет, я знаю, что ты ее изнасиловал». «Ладно, я вызову полицию, тогда и посмотрим», — сказал Кромбах, захлопнув дверь прямо перед лицом Бомберски. Глава 7. К 1999 году Бомберски уволился со своей работы, чтобы посвятить все свое время на преследование и поимку Дитера Кромбаха. Обескураженный приговором, возмущенный неуступчивостью немецких властей и промедлением французских, он чувствовал, что ему препятствует на каждом шагу. Но Бомберски цеплялся за одну надежду. Полиция задержит Кромбаха во время одной из его регулярных поездок через немецкую границу в Австрию и Швейцарию и передаст его во Францию. С этой целью он посетил австрийские и швейцарские жандармерии и таможенные посты, где раздавал фотографии Кромбаха вместе с газетными вырезками и копиями судебных ордеров. Временами с ним обходились грубо и отмахивались от него, как от чокнутого. Но также нередко полицейские вежливо выслушивали его историю и соглашались оставить у себя фотографии и рассмотреть досье. Однажды дерзость Кромбаха и упорство Бомберски едва не привели к задержанию врача. В 2000 году полицейский арестовал Кромбаха, опознав его по фотографии, которая досталась ему от Бомберски. Кромбах провел 3 недели в заключении, прежде чем австрийский судья принял довод его адвоката о том, что решение французского суда было неправомерным, и обязал его освободить. Через несколько месяцев в 2001 году Европейский суд по правам человека в Страсбурге постановил, что рассмотрение судебных дел в отсутствии стороны или сторон
являются неправомерными, потому что у обвиняемого нет возможности представить свою защиту. Суд аннулировал приговор в отношении Кромбаха и обязал правительству выплатить ему 100 тысяч французских франков, 20 тысяч долларов. Вдобавок к этим неутешительным новостям Бомберски становилось все сложнее отслеживать Кромбаха. Его репутация в Линдау была разрушена, медицинская лицензия отобрана. Его четвертая жена бросила его. Поэтому в 1999 году доктор начал вести кочевой образ жизни. Кромбах менял место проживания каждые полгода. Бомберски нанял частных сыщиков и организовал целую сеть осведомителей по периметру Баденского озера, а также сам лично продолжал следовать за Кромбахом по пятам, тщательно документируя каждый новый адрес. Но многие из передвижений Кромбаха оставались неизвестными. Он часто исчезал в течение недели, после чего появлялся на выходных. Но ни Бомберски, ни нанятые сыщики не могли выяснить, где он проводил это время. В течение большей части этого периода жизнь Бомберски в некотором смысле стала отображением жизни Кромбаха. Он чувствовал себя на грани поражения. Покинутый близкими, он в одиночку чуть ли не переступил черту закона. Все мои друзья и родственники, в том числе отец, сказали мне тогда бросить эту затею. Они говорили: «У тебя ничего не выйдет». Но я славянин, как видите, а славяне очень чувствительны. Я плакал всякий раз, когда вспоминал Калинку. Для меня это был вопрос морального долга. Самым важным было добиться истины. Бомберски проводил недели в дороге, преследуя Кромбаха. Когда он бывал у себя дома, он занимался веб-сайтом, который был посвящен этому делу, и заваливал письмами французских сенаторов, судей, прокуроров и других должностных лиц. В этот период у него было всего 2 источника моральной поддержки. Его спутница, которую с ухмылкой отмечает Бомберски, звали так же, как и его бывшую жену, Даниэль, и Ассоциация за справедливость для Калинки. Группу основали соседи Бомберски в 2001 году, и она насчитывала 1000 участников, среди которых профессора, инженеры, адвокаты, врачи и домохозяйки. Некоторые из членов ассоциации были лично знакомы с Бомберски, но в большинстве своем это были люди, которые узнали из СМИ о безнаказанности Кромбаха и предложили свою помощь. В основном это были жители Тулузы, но встречались и жители других городов и стран. Все они были преданы Бомберски. «Андре чрезвычайно эмоциональный человек», — говорит руководитель организации. «Простые вещи могут вызывать у него слезы. Например, он может заплакать при виде птицы, сидящей на снегу. Но в то же время ему присуще определенное упрямство и чувство прагматизма. Если одно решение не подходит, то он ищет новое. Он никогда не впадает в уныние». На самом деле Бомберски был настолько целеустремлен, что развернул дерзкую кампанию с целью компрометировать высшие органы власти во Франции, чтобы те предприняли какие-то действия. Кампания состояла из шквала жалоб, поданных в суд, в адрес ведущих юристов и министра юстиции с обвинениями в коррупции и препятствовании преследований Кромбаха. Франсуа Жебу, один из самых уважаемых юристов Франции и адвокат Бомберски с 1986 года, отказался представлять своего клиента по этому вопросу из-за неловкости ситуации. «Я был лично знаком со многими из этих судей», — сказал он. «Мне не хотелось в этом участвовать». Тем не менее, несмотря на опрометчивость действий Бомберски, а также отсутствие каких-либо ощутимых результатов, Жебу считал, что подозрения Бомберски об укрывательстве были оправданы. «Совершенно очевидно, что между Францией и Германией по делу Кромбаха велись политические переговоры на высоком уровне», — сказал он, хотя и отказался строить какие-либо предположения о том, что могло послужить мотивом для защиты столь малоизвестной фигуры. И хотя своими заявлениями Бомберски вызывал презрение у некоторых высокопоставленных должностных лиц, он ни на секунду не позволял злости отвлечь его от конечной цели или выбрать короткий путь. «Он не терял голову», — сказал Жебу. «Ему было бы намного легче организовать убийство Кромбаха, но его задачей было привлечь Кромбаха к судебной ответственности». Глава 8. В начале 2006 года встал на место важный кусочек мозаики о перемещениях Кромбаха. Женщина из Рёденталя, что в центрально-восточной Германии, записалась на плановое обследование к своему врачу, но узнала, что тот повесился в феврале. Замещающий врач показался ей странным,
И в тот же вечер она ввела поисковый запрос по имени Дитер Кромбах в интернете и увидела немецкий документальный фильм о смерти Калинки Бомберски и последующем обвинении в изнасиловании. Она немедленно сообщила в полицию Рёденталя о том, что Кромбах работает в клинике. К этому моменту Кромбах, по-видимому, заподозрив что-то неладное, успел скрыться. Женщина связалась с Бомберски и сообщила ему о случившемся. Бомберски сказал ей, что от своих источников он знает, что Кромбах живет в небольшой квартире в Шайдеге. Женщина передала эту информацию полиции, после чего Кромбаха нашли и задержали по обвинению в медицинской практике без лицензии. В ходе полицейского расследования стало известно, что в период между 2001 и 2006 годами Кромбах работал замещающим врачом в течение недель, а иногда и месяцев, в 28 различных клиниках по всей Германии. Лишившись медицинской лицензии по решению суда, он стал предъявлять ксерокопию, объясняя это тем, что оригинал у него украли. До тех пор, пока его не опознали в Рёдентале, никто из его работодателей или пациентов не удосужился проверить его биографические данные. Перед судом по обвинению в мошенничестве и медицинской практике без лицензии Кромбаха осмотрели два психиатра из Мюнхенского университета. Испытуемый, как они написали, был хроническим лгуном, сексуальным маньяком с выраженным нарциссизмом, манией величия и убежденностью в том, что он стоит выше закона. Он признался, что неоднократно имел случайные сексуальные связи во время брака, в том числе во время последнего из них с 16-летней племянницей своей уборщицы, которую он накачал валиумом и другими успокоительными. В его поведении проявлялись признаки подавления и отрицания, преуменьшение собственных слабостей, уклонение от конфликтов, приукрашивание окружающей его действительности. Кромбах также страдал навязчивыми состояниями и периодически насиловал пациентов и сотрудниц. Если бы он остался без присмотра в клинике или другой медицинской среде, то повторял бы это снова и снова. После двухдневного судебного разбирательства Кромбаха признали виновным и приговорили к 2 годам и 4 месяцам лишения свободы. Для присутствовавшего на заседаниях суда Бомберски это была всего лишь частичная победа. В июне 2008 года, проведя 18 месяцев за решеткой, Кромбах вернулся в Шайдек, немецкий город на границе с Австрией. Бомберски снова привел в действие свою разведывательную сеть в этой области, чтобы не потерять Кромбаха из виду. Через 16 месяцев, в октябре 2009 года, Бомберски узнал из своих источников, что Кромбах вновь стал работать врачом на замену. Это, как он позже рассказал, было признаком отсутствия раскаяния или, возможно, отчаянием. В этом же месяце Бомберски побывал в австрийском городе Бергенс, который расположен на живописном южном берегу Баденского озера у склонов горы Пфендер. Как и у многих городов, расположенных вдоль озера, у этого курорта на западе Австрии богатая история. Городские стены XIV века, готическая башня и церковь святого Галла, фундамент которой был заложен еще в 1380 году. Город находился в 10 минутах езды от Германии, совсем близко к Шайдегу, представляя таким образом отличный форпост для Бомберски, чтобы не спускать глаз со своей цели. Заселившись в отель неподалеку от озера, он проезжал через границу в Шайдег, чтобы раздобыть какую-нибудь информацию, надеясь по меньшей мере отправить Кромбаха обратно за решетку. Бомберски не смог выяснить, как Кромбах находит средства на проживание, но узнал кое-что другое. Арендодатель Кромбаха выставил дом на продажу, поэтому Кромбах был вынужден съехать до конца октября. Соседи слышали, что бывший врач нашел работу в Западной Африке и готовится уехать туда. С каждым шагом становилось все сложнее выслеживать Кромбаха. Бомберски рисковал навсегда потерять след, если бы Дитеру удалось уехать в Африку. Глава 9. В начале октября в отель Бомберски позвонил человек. Он представился Антоном и сказал, что у него есть предложение. «Я хотел бы с вами встретиться. Это по поводу Калинки», — сказал ему мужчина по-английски. «Я могу помочь вам привезти его, и я могу участвовать в его транспортировке во Францию». В Бергенсе Бомберски обсуждал возможность похищения с одним из своих частных сыщиков, но тот отказался от этой затеи. Он также не раз открыто обсуждал детали похищения с официантами в ресторанах, персоналом отеля и другими. «Должно быть, — подумал Бомберски, —
Антон узнал об этом от кого-то из своих знакомых. Они встретились на следующий день и осторожно обсудили это дело на лавочке в общественном парке. Сейчас Бомберский не отрицает своего участия в авантюре, но делает ударение на том, что похитить Кромбаха предложил сам Антон. Косовский иммигрант, 30 лет с длинными волосами и открытой непринужденной манерой общения. Антон попросил всего 20 тысяч евро, чтобы покрыть расходы, и отметил, что делает это из человеческих соображений. Через несколько дней эти двое отправились на разведку в Шайдек. Они припарковались через дорогу от дома Кромбаха, и Бомберский указал на террасу, где бывший врач занимался утренней гимнастикой. Антон посоветовал Бомберски вернуться во Францию и ждать телефонный звонок. Через неделю в 10 утра 17 октября на домашний телефон Бомберски позвонила женщина. Судя по всему, сообщница, которая на французском с сильным немецким акцентом сказала ему: «Будь готов ехать в Мюлуз», французский город недалеко от немецкой границы. Через 5 часов эта же женщина позвонила снова. «Кромбах в Мюлузе», — сообщила она. «Он на улице Тьёль, напротив таможни. Предупреди полицию». Бомберский позвонил в полицию Мюлуза, где ему ответил офицер, находящийся на ночном дежурстве. «Я Бомберский», — сказал он. «У меня была дочь Калинка, которую изнасиловал и убил Кромбах. На его арест есть международный ордер. Пожалуйста, разыщите его на улице Тьёль». Полицейский сказал, что за пару минут до его звонка то же самое ему сообщила женщина, которая говорила с сильным немецким акцентом. Спустя 20 минут в 4 часа утра полицейский перезвонил ему. «Мы нашли его», — сообщил он. «Он в тяжелом состоянии». Сразу после того, как Бомберский поведал полицейским свою историю, полиция Мюлуза поместила Кромбаха под арест и допрашивала его в течение 2 суток. «Мне не хотелось врать», — сказал Бомберский. «Я сказал им, что рад, что Кромбах теперь здесь. Но я не был инициатором этого». «Вы знаете Антона Красничи?» – спросили его. «Я знаю Антона, но фамилию Красничи слышу впервые», – ответил Бомберский. На место похищения в Шайдеге полицию вызвал сосед Кромбаха, когда увидел разбитые очки, туфли и следы крови на земле. Они установили, что неподалеку был совершен телефонный звонок, счет за который был выписан на имя Красничи. В тот день полиция извлекла 19 тысяч евро из сейфа в номере отеля, в котором остановился Бомберский. Наличные, которые он согласился заплатить Красничи. Адвокаты Кромбаха настаивали на том, чтобы их клиента освободили из-под стражи и доставили обратно в Германию. Но французские власти восстановили прежние обвинения против Кромбаха и постановили перевести его в тюрьму для ожидания суда по делу убийства Калинки Бомберски. Спустя почти 3 десятилетия попытки Бомберски привлечь Кромбаха к ответственности наконец-то увенчались успехом. Тем не менее, движимый отчаянностью и одержимостью он пересек этические границы. Теперь судьбы обоих зависели от правовой системы, с которой Бомберский боролся 30 лет. Глава 10. Возведенный в 1860-х на месте бывшего королевского дворца Сен-Луи, Дворец правосудия на острове Сита является одним из самых красивых архитектурных комплексов Парижа. Его построили в стиле второго ампира с белым мраморным фасадом, серой мансардной крышей, 2 башнями и наружными скульптурами. В стенах бывшей тюрьмы Консьержери держали Марию Антуанетту, прежде чем казнить ее на гильотине. Утром 4 октября 2011 года Дитер Кромбах, худощавый, но по-прежнему привлекательный в свои 76, был доставлен из тюремного госпиталя в большое здание суда внутри дворца. Жандармы провели его на скамью подсудимых, огражденную пуленепробиваемым стеклом. Судебные слушания начались в конце марта. «Имеем ли мы право мстить?» – спросил отца жертвы адвокат защиты Ив Ливана. Дитер Кромбах подвергся нападению, был избит и привязан к забору в состоянии гипотермии. Из-за плохого состояния здоровья подсудимого судебный процесс был отложен на неделю. Кромбах страдал от гипертонии и сердечных заболеваний в течение нескольких лет. Осенью, по результатам медицинской экспертизы, состояние здоровья Кромбаха было признано достаточно хорошим. Судья Ксавье Симеони распорядилась о том, чтобы он снова присутствовал на скамье подсудимых.
Его посадили на скамью в передней части судебного зала рядом с судьями в черных мантиях. По правую сторону от них расположилось жюри присяжных. Прокурор, немецкие и французские адвокаты Кромбаха и стенографист сидели в передней части зала. Андре Бамберский, гражданский истец, согласно французскому законодательству это позволяло допрашивать свидетелей, сидел на первом ряду вместе со своим сыном Николасом, парижским адвокатом Жибу и тулузским адвокатом Лораном де Кон. По другую сторону прохода сидела его бывшая жена Даниэль Ганин, которую сторона обвинения вызвала для дачи показаний. Со стороны поддержки подсудимого в первом ряду сидели дети от первого брака Дианы и Борис, а также Катя, 19-летняя дочь от четвертого брака с Эльки Ферлих. Наблюдать за судебным процессом пришли около 60 представителей общественности, а также десятки представителей прессы, в основном французской и немецкой, которые заняли весь балкон. Использование камер в суде было запрещено. Жандармы выстроились по обе стороны зала. На случай, если Кромбаху понадобится первая медицинская помощь, рядом со стеклянной кабиной ответчика стоял специально обученный пожарный. В течение следующих 15 дней слушания проходили в местами утомительном темпе. Прерываясь на мгновение высокого эмоционального надрыва, адвокаты Кромбаха продолжали настаивать на том, что процесс является неправомерным, так как прокуратура Германии ранее отклонила дело, а Кромбах был доставлен во Францию в результате преступного похищения. Но суд признал, что суд Германии не рассмотрел это дело должным образом и что действие частного лица не может препятствовать государственным актам. Суд заслушал показания французских и немецких токсикологов и фармакологов, которые провели анализ образцов тканей, взятых с тела Калинки, врачей, которые провели эксгумацию останков в 1995 году, и 5 французских профессоров медицины, которые провели дополнительную судмедэкспертизу в 2010 году. В досудебном заключении экспертами было установлено, что травма малых половых губ Калинки могла быть получена только при жизни, что отменял вывод врача, который проводил вскрытие трупа, о том, что рана была получена посмертно. Они также сообщили, что в ее влагалище была семенная жидкость. Насилие против жертвы они охарактеризовали как сексуальное. Кроме того, анализ легочных и сердечных тканей с использованием методов, которые еще не существовали в 80-х, выявил наличие бензодиазепинов, мощного анестетика, что было неопровержимым доказательством того, что Калинка была под воздействием сильных препаратов в ночь своей смерти. 3 немецких жертвы Кромбаха описали, как Кромбах ввел им наркоз и изнасиловал. Психиатр, осмотревший Кромбаха в тюрьме, охарактеризовал его как классический пример человека, страдающего нарциссизмом, которым движет желание влиять на людей очарованием или химическими веществами. «Он не способен на сострадание или самокритику», — заявил психиатр. «Кромбах винит во всем остальных и отрицает свои преступления, переиначивая факты таким образом, чтобы удовлетворить эго». Суд также выслушал членов его семьи. Борис Кромбах клялся, что его отец невиновен и что он и пальцы не мог поднять на Калинку. По словам сына, отчаяние Андре Бамберски превратилось в ненависть. Даниэль Ганин, казалось, наоборот, изменилась, став опустошенной, мрачной и разбитой. Судья уже выслушал ее показания в другом зале все того же Дворца правосудия ранее в марте. Тогда она перестала выступать в защиту Кромбаха. Она описала его как соблазнителя с непреодолимой волей. «Если он решил, что ему что-то нужно, то ничто не сможет его остановить», — заявила она. «Он выбрал меня, потому что я была уже замужем, что представляло для него дополнительный вызов». По ее словам, Кромбаха особенно привлекали девочки раннего подросткового возраста, что она называла запретным соблазном. Во время дачи показаний в октябре Ганин вспоминала, как в день смерти Калинки проснулась в 9 утра, что было непривычно поздно для нее. Она сказала, что подозревала о том, что Кромбах подсыпал ей успокоительные накануне вечером. В течение судебного расследования в 2010 году Ганин выяснила, что Кромбах часто усыплял ее препаратами для того, чтобы развлекаться со своими любовницами в их доме в Линдау. Обращаясь к Кромбаху, она сказала, что ей недостаточно отчетов судмедэкспертов. На протяжении целых 29 лет она не задавала никаких вопросов. «Теперь я хочу знать всю правду», — сказала она.
В дальнейшем ходе разбирательства Николас Бомберский, который сдерживал свои чувства все эти годы, попытался выразить ощущение предательства своей семьи. «Как ты мог довольствоваться отсутствием объяснений смерти и не попытаться выяснить, что произошло?» – спросил он Кромбаха. «Я не видел с твоей стороны никаких усилий найти этому объяснение». Для Бомберски-старшего ответ на вопрос сына был ужасным и одновременно простым. В пятницу вечером, после того, как все остальные члены семьи легли спать, Кромбах столкнулся с Калинкой на кухне, подсыпал ей успокоительное, изнасиловал ее, после чего убил ее смертельной дозой комплекса кобальта-железа. Мотив преступления? Он убил ее, потому что потерял голову, сказал после Бомберский. Он подумал о последствиях и испугался. Бомберский считает, что Кромбах не мог действовать по своей привычной схеме, а время было на исходе. Калинка просила уехать обратно в Тулузу. Она почти сбежала от него. Это могло послужить толчком. Но мы никогда не узнаем точного ответа. Суд вынес решение в 3 часа дня в субботу 22 октября. Заседание завершилось заявлением Кромбаха. «Я клянусь перед судом и перед госпожой Ганин, что никогда не причинял вреда Калинке». После чего 3 судей и 9 присяжных удалились на совещание. Бомберский провел время ожидания в кафе через дорогу, а в 7 часов полицейские вызвали его обратно в зал суда. Кромбах встал перед судебной скамьей. Его лицо не выражало никаких эмоций в момент оглашения приговора. За преднамеренное насилие с причинением непреднамеренной смерти при отягчающих обстоятельствах Кромбаха приговорили к 15 годам. Бомберский обнял своего близкого друга, который поддерживал его в ходе этой многолетней кампании. На его глазах наворачивались слезы. Его обвинение в том, что Кромбах убил Калинку, чтобы та ничего не рассказала, было отклонено судом. В приговоре также не было никаких упоминаний сексуального насилия. Но Бомберский был удовлетворен тем, что Кромбаха признали сексуальным извращенцем, и что если его адвокаты не прибегнут к каким-то ухищрениям, он почти наверняка умрет за решеткой. Глава 11. В пятницу днем в середине января 2012 года репортер встретился с Бомберским в его доме в Пишбюске, рядом с безмятежным деревенским кладбищем, где покоится Калинка. Его пропустили через главные ворота, и он на мгновение столкнулся с подругой Бомберски, Даниэль, на подъездной дороге. Она кивнула, бодро сказала «бонжур», после чего запрыгнула в машину и уехала. «Она не любит журналистов», — сказал Бомберский на входе. «Она считает, что наши личные дела не должны становиться достоянием общественности». Бомберский провел репортера внутрь и уселся в своем кресле. Гостиную обрамляли раздвижные стеклянные двери, ведущие на широкую террасу, покрытую кафелем, на которой до сих пор стояла рождественская елка, украшенная золотыми игрушками. За ночь долину Гаронны застелил зимний туман. Крутые лесистые склоны прямо под домом были окутаны серой дымкой. Бомберский, которому теперь было уже 74 года, выглядел молодо для своих лет. Коренастого телосложения с неморщинистым румяным лицом, обрамленным копной седых волос. Его ясный и звучный голос, тем не менее, придавался небольшой дрожи, когда он говорил о смерти дочери и последующих десятилетиях его одержимости. Некоторое время мужчины говорили о том, что произошло после того, как завершился судебный процесс. Бомберский сказал, что он чувствует, как у него гора с плеч упала. Это заметили и многие его близкие. «Он исполнил свой долг и теперь свободен», — говорит его соседка Элизабет Арагон. «Он изменился после суда, стал не таким напряженным, играет в гольф, но по-прежнему не теряет бдительность». Бомберский продолжает внимательно следить за Кромбахом. В своем кабинете в задней части дома он хранит накопившиеся за 30 лет папки с газетными вырезками, письмами, судебными стенограммами, отчетами судебно-медицинских экспертиз, полицейскими досье, заключениями психиатров и прочими документами. Он знает, что убийцу его дочери часто навещает его дочь Катя и представитель посольства Германии в Париже. Бомберский знает, что Кромбах подал уже 15 петиций об освобождении, но все были отклонены. Его немецкие адвокаты подали заявление на апелляцию, и повторное рассмотрение назначено на 26 ноября 2012 года. Самый большой страх Бомберски в том,
что суд удовлетворит просьбы об отбывании оставшегося срока в немецкой тюрьме. Если это произойдет, то Бомберский не сомневается, что в Германии Кромбаха выпустят на свободу. После ареста в Мюлузе по подозрению в похищении Бомберский был освобожден под залог и был помещен под судебный контроль. Он сдал свой паспорт, и теперь ему запрещено покидать Францию. Немецкая прокуратура подала международный ордер на его арест. Таким образом, он столкнулся с таким же риском понести уголовную ответственность, который угрожал Кромбаху целое десятилетие. Красничи, который организовал похищение, в настоящее время живет в Мюлузе и тоже находится под судебным контролем. Расследование, начатое в октябре 2009, продвигается вперед, и дело скоро передадут либо в местный суд Мюлуза, либо в суд Ассизы в Париже. По словам его адвоката в Тулузе, Бомберский почти наверняка будут судить за участие в сговоре с целью похищения, и ему грозит срок до 10 лет тюремного заключения. Тем не менее, Жибу считает, что сильная поддержка со стороны французской общественности может привести к смягчению приговора. «Борьба, которую он вел за честь и за память о своей дочери, была очень благородной», — сказал Жибу. «Судья рассмотрит это дело как дело совести, моральную проблему. Не могу себе представить, что его посадят в тюрьму», — говорит один из членов Ассоциации справедливости для Калинки Бомберский, участники которой уверены, что Бомберский отделается условным сроком и суровым выговором. Однако Бомберский заявил, что готов отсидеть срок в качестве платы за то, что Кромбах предстал перед судом. «Я не сожалею о похищении», — сказал Бомберский. «Было необходимо предпринять какие-то меры. Знаете же выражение «не разбив яиц, яичницу не приготовишь». Обычно он посещает могилу по нескольку раз в месяц, но один визит закрепился в его памяти прочнее всего. Тогда он пришел на могилу дочери после того, как Кромбаху вынесли обвинительный приговор. Возлагая цветы на скромной гранитной плите на кладбище позади католической церкви Пишбюска, Бомберский наклонился, чтобы сказать пару слов своей дочери, которой нет в живых вот уже почти 30 лет. «Видишь, я обещал добиться справедливости. Теперь ты можешь покоиться с миром». Эпилог. Немецкие адвокаты все же добились суда над Андре Бомберски. Они требовали его экстрадиции в Германию. Однако судебное заседание проходило 22 и 23 мая 2014 года во Франции. Бомберский признал свою вину. Суд приговорил его к 1 году лишения свободы условно. В 2016 году суд в Милёне, Франция, постановил освободить Дитера Кромбаха из тюрьмы досрочно по медицинским соображениям. Однако после обращения прокуратуры в освобождении было отказано. Кромбах обращался в Европейский суд по правам человека, утверждая, что дважды привлекался к уголовной ответственности за одно и то же преступление. Суд отклонил его апелляцию в марте 2018 года, постановив, что независимые судебные преследования в Германии и Франции не исключаются Европейской конвенцией о правах человека. В октябре 2019 года суд в Милёне постановил еще раз досрочно освободить Кромбаха. В феврале 2020 года Дитер Кромбах был досрочно освобожден после 8 лет заключения. После освобождения Кромбах проживал в доме престарелых в Винзене, Германия. 12 сентября 2020 года, через 8 месяцев после своего освобождения, 85-летний Дитер Кромбах скончался. Американский писатель Теннесси Уильямс однажды сказал: «Если муж теряет жену, он вдовец. Если ребенок теряет родителей, он сирота. Но если отец потеряет дочь, то не существует слова, чтобы описать это». Недавно во Франции был введен термин «des enfants», который означает родителя, потерявшего своего ребенка.